Привет, меня зовут Дими, и сегодня я расскажу про ScaleKit с юнитом Weight. Как всегда, начнем с распаковки. Далее познакомимся с сайтом demildb.com. Затем разберемся с тем, как сделать умные весы, которые получают список взвешиваемых ингредиентов для блюда из сети. Разводите костер, ставьте котел. Данный набор предназначен прежде всего для создания умных весов. В наборе идет 4 тензометрических датчика с креплениями, переходник, юнит Weight, гров-кабель и отрезки двухсторонней клейкой ленты 3M. Юнит Weight предназначен для подключения весов к базовому устройству. Разъем HT3.96 включает две пары контактов. Первая пара A – это дифференциальный вход, а вторая пара I – это выход питания. Тензометрические датчики, как правило, работают с дифференциальными сигналами. Таким образом, удается произвести усиление сигнала, вычитание общих помех, а также увеличить динамический диапазон. Юнит работает на микросхеме HX711, которая является высокоточным аналогово-цифровым преобразователем и усилителем. На просторах интернет я нашел удивительный сайт, который содержит сотни рецептов самых разных блюд мира. Кроме того, предоставляет открытый API для получения ресурсов, включая фотографии ингредиентов. Сейчас я расскажу, как сделать приложение «Умные весы» в UiFlow и подключить к нему данный сервис. Первым делом импортируйте модуль RE. Он предоставляет доступ к работе с регулярными выражениями. Об этом я расскажу позже. Сайт предоставляет меню, в котором масса ингредиентов сохранена в разных единицах измерения. Чтобы это исправить, необходимо сделать перевод в граммы. Для этого создайте переменную units и добавьте в нее словарь с единицами измерения и их эквивалентной массой в граммах. Обратите внимание, 1 мл воды весит почти 1 грамм, однако для других жидких ингредиентов масса может отличаться. Например, при таких же условиях масло подсолнечное будет легче воды. Рекомендую самостоятельно добавить участок кода, учитывающий данный фактор. Хорошо, теперь создайте переменную Ingredients Collection с пустым списком. В него добавим ингредиенты, долю которых измеряют с помощью весов. Сейчас создаете графический пользовательский интерфейс и функцию Clear Screen для скрытия всех элементов. Далее нам необходимо создать функцию Launch Screen для отображения экрана приветствия. Он будет показан пользователю на время загрузки ресурсов или при возникших ошибках. Label 0 будет заголовком, а Label 1 – пояснением. Настройте параметры отображения согласно макету, техническому заданию или по собственному желанию, если первых двух у вас нет. Важно сохранять последовательность блоков, в противном случае возможно некорректное отображение. Чтобы весы автоматически подключались к Wi-Fi при включении, необходимо использовать данный блок. О нем я рассказывал в одном из прошлых видео. API сайта предусматривает работу с HTTP GET-запросами. В одном из прошлых уроков мы делали такие запросы ко внешнему сервису для получения своего внешнего IP-адреса. Давайте попробуем сделать запрос из браузера. Ответом будет информация о случайном блюде в формате JSON. Чтобы изучить содержимое ответа, скопируем данный текст в онлайн-парсер. Для данного проекта нам пригодятся следующие поля: название блюда, фотография, а также список ингредиентов и список их долей в блюде. Хорошо, при успешном выполнении запроса будет вызван код из ветки Success, в противном случае из Failure. Для простого доступа к полям JSON ответа необходимо сделать парсинг.
то есть привести к виду словаря. Не забывайте о том, что сервер возвращает массив JSON-объектов. Бесплатная версия API включает только одно блюдо. Сохраните полученный словарь с блюдом в переменную mil. Теперь сделайте функцию collect ingredients для получения списка взвешиваемых ингредиентов. Из ответа сервера видно, что любой рецепт содержит не более 20 ингредиентов. Создайте переменную ingredient ID. Она будет являться ключом для получения названия ингредиента из словаря рецепта. Чтобы избежать ошибок при обработке пустых полей, сравните значение созданной переменной с null, а также его длину с нулем. Создайте переменную measure и сохраните в нее долю текущего ингредиента. Доля ингредиента включает в себя дробное число и единицу измерения. В некоторых рецептах эти обе части не разделены пробелом, и при попытке приведения к типу float происходит ошибка. Для того, чтобы отделить дробное число от единицы измерения, используют регулярные выражения. В самом начале мы импортировали модуль RE для работы с регулярными выражениями. Метод sub принимает три аргумента. Первый – шаблон поиска, второй – шаблон вывода и третий – обрабатываемая строка, в нашем случае переменная measure. Далее разбейте строку на список согласно разделительного символа пробел. Таким образом, первым элементом будет масса, а вторым – единица измерения. Создайте переменную weight_string. Далее сохраним в нее массу ингредиента в граммах. Любые операции преобразования являются небезопасными, поэтому такие действия необходимо производить в обработчике исключений. Здесь извлеките массу ингредиента, затем умножьте ее на коэффициент преобразования величин из словаря, который создали в начале урока. Если операция произойдет корректно, то в переменную weight_string будет сохранена масса ингредиента в граммах, отличная от нуля. Теперь создайте список из названия и массы ингредиента и добавьте его в конец списка Ingredients Collection. Далее создайте две переменные. Первая будет хранить номер выбранного ингредиента, а вторая – общее количество взвешиваемых ингредиентов. Есть некоторые блюда, доли ингредиентов которых не измеряют с помощью весов. В таком случае необходимо показать сообщение об ошибке на 10 секунд с помощью функции ErrorScreen и перезагрузить устройство, чтобы оно запросило информацию о другом рецепте. Создайте функцию ErrorScreen. Она принимает в качестве единственного аргумента текстовое описание. Просто измените Launch Screen, чтобы не создавать новый экран. Отлично. Сейчас создайте переменную weight_integer. В нее будет сохраняться значение массы в граммах с весов. Теперь необходимо создать функцию DrewMil для отображения названия и фотографии блюда. Используйте данный блок для того, чтобы вывести картинку из сети на экран. Небольшой лайфхак. Сегодня UIFlow не обладает функционалом для изменения размеров и формата изображений. Однако никто не запрещает использовать облачные сервисы для этого. Давайте создадим функцию AdoptImage, которая будет принимать в качестве аргументов новую ширину, высоту и адрес изображения, также опцию выбора сервиса, а возвращать будет адрес к измененному изображению. Пользователям доступны две версии сервисов для преобразования изображений. Legacy работает медленно, прозрачность не поддерживает, но позволяет скачивать изображения практически со всех сайтов. Скройте надписи, оставшиеся от Launch Screen. Вы можете использовать данный цикл для плавного уменьшения яркости экрана для лучшего пользовательского опыта. Установите положение изображения и сделайте его видимым. Далее настройте вывод названия рецепта. Аналогичным образом создайте функцию DrewIngredient для отображения ингредиента.
Создайте переменную ingredient name и сохраните в нее имя ингредиента из словаря. Ключом является имя ингредиента из списка Ingredients Collection для текущей страницы. Также создайте переменную ingredient weight. В нее необходимо сохранить целочисленное округленное значение массы для текущего ингредиента. Далее настройте вывод навигации по страницам, вывод массы, а также отображение фотографии ингредиента. Отлично! Теперь создайте функцию DrawMenu для отображения навигационного меню. Первая кнопка будет использована для сброса массы тары, вторая и третья – для переключения между ингредиентами. Теперь добавьте Unit Weight и сделайте сброс массы тары. Добавьте бесконечный цикл и считывайте созданную переменную массу с весов. Обратите внимание, данный блок возвращает значение в дециграммах, поэтому число необходимо умножать на 10. Давайте сделаем последнюю функцию DrawWeight. Она будет выводить массу с весов на экран. Создайте переменную WeightString. В ней будет храниться масса в граммах с ведущими нулями. Ведущие нули нужны для того, чтобы надпись не перемещалась по экрану. Сделать это можно с помощью метода Format. Далее реализуем погрешность 5%. Если масса ингредиента находится в этих пределах, то число будет зеленого цвета, иначе серого. Можно добавить небольшую задержку для более плавной реакции. Сделайте отображение ошибки. Осталось добавить функционал к кнопкам из навигационного меню. Рекомендую использовать виброотклик, также для улучшения пользовательского опыта. Давайте загрузим приложение в базовое устройство и посмотрим, что получилось. Спасибо за просмотр, до встречи в следующем видео. STEM-контент сделал Диме, текст читал Сергей Колбинцев.